Всем доброй ночи, хотя уже даже и не ночь, а раннее утро. Если уж точно, вот 4:15. Я хочу снять, довершить начатое, потому что если я не досниму, я не смогу отдохнуть. Так я создана, ничего не поделаешь. Итак, я дарила вам огромное количество работ от суда, от властей, от кляузников, от несправедливости, от чиновников и так далее. Знаете почему? Потому что я знаю нашу жизнь, и, к сожалению, наше общество. Оно всегда такое было, и везде оно, не только у нас. Общество само по себе очень кровожадное, когда дело касается успеха другого человека. Твой успех показывает людям, не желающим работать, развиваться, двигаться вперед, показывает, насколько они ленивы. И твое продвижение по жизни, можно сказать, как оскорбление для многих людей. И всегда будут стараться тебя уничтожить, принизить, обнулить, навредить, чтобы на твоем фоне чувствовать себя лучше. Это самооправдание называется. Вот я ничего не добился, потому что, видите, если добиться чего-нибудь, то будут проблемы. Так я лучше ничего не добьюсь, зато буду жить спокойно. Так утешает себя ничтожество, их очень много вокруг нас. И если вы яркий человек, тем более ничтожества будут на вас охотиться. И поэтому, естественно, нам всем нужна защита. Есть люди, которые ради своих погон будут преследовать кого-либо. Есть люди, которые обычно, как у нас говорят на современном языке, хайпуются, да, преследуют известных людей. И чем больше урона и вреда они нанесут этому известному человеку, тем больше им кажется, что они самоутверждаются, поднимают свою самооценку, потому что, ну вот, видите, какой он непростой, он подонок, он такой человек сильный, понимаешь, смотри, какого сильного человека смог свалить, уничтожить, растоптать и так далее. И если кому-то кажется, что ему такие защиты вообще не нужны, не пригодятся, я вам скажу, от сумы и тюрьмы не зарекайтесь. От стукача и мерзавца тоже не зарекайтесь. И всегда будьте начеку. Всегда лучше бороться с причиной, чем с последствиями. Изначально лучше всегда приостановить это на полпути, если вам вообще это грозит. Я вам хочу сказать, что мои работы очень многим помогли остаться на свободе. Очень многим помогли смягчить приговор, не потерять свободу. Даже в таких случаях, обстоятельствах, когда грозила тюрьма, оставались на воле люди. Другой вопрос, кто как это оценил и насколько люди были благодарны. Потому что я всегда напоминаю и говорю, что запомните, если вы только берете и взамен никакой благодарности не будет, рано или поздно эти силы просто перестанут вам помогать. И в один момент вы обнаружите, что в самый такой тяжелый момент помощь не пришла. Хотя вы всегда были уверены, что она придет, она приходила. Почему? Еще раз задайте себе вопрос. Вы что взамен делаете? Есть энергообмен, понятие. Вы соблюдаете энергообмен или вы только берете? Это тоже не забывайте. Потому что бывали случаи, например, когда человек избегал тюрьмы,
и с моей помощью, и с помощью моих работ. И абсолютно ноль благодарности. Дело даже не во мне. Вместо этого человека придут тысячи других, которые будут благодарны. Дело не в этом. Дело в том, что потом не удивляйтесь, что, попав в какую-то трудную ситуацию, вот на сей раз вам не придут на помощь. Потому что скупой платить не просто дважды, а 100 раз больше. Теперь. Есть во Вселенной две силы правосудия. Одна сила справедливости, другая сила милосердия. Я вам объясняла, почему. Потому что если вы совершенно не виноваты, ну абсолютно, вы ни при чем на самом деле, то вам нужно просить силу справедливости. Но если обращаемся к греческому пантеону, чтобы более понятно было. Птички так поют, что отвлекают меня. Чтобы было более понятно, это к Фемиде, к силам судьбы. Вот если вы уверены в своей правоте, если вы не уверены или есть какая-то часть вашей вины, но вы хотите остаться безнаказанной или по минимуму получить наказание, то обращайтесь к силе справедливости. Вот в этом заговоре мы обращаемся к силе справедливости, потому что неважно, насколько вы виноваты или нет, от вас отстанут. Вот они меня отвлекают. Вот слушайте. Заслушаться можно. Снег растаял. Уже оживились. Уже не холодно. Ну, совещание. Вот так вот они меня... Вот так они меня отвлекают. Ну, вернемся к работе. Итак, вам нужно купить замок, не торгуясь, или взять замок, который у вас дома есть. Обычный замочек. В этом ритуале подойдет обычный замок. Я сейчас не буду сама проводить, я просто вам объясню, потому что мне нет нужды. Все, что надо, я уже провела. Вы, значит, один раз читайте, доходите до слов «закрываю», закрываете замок. Эти ключи нужно убрать подальше, лучше их выкинуть куда-нибудь, чтобы никогда этот замок не открылся. Если откроется, надо срочно провести сразу же еще один ритуал. Этот замок на очень долго вам поможет, по крайней мере, до конца того процесса, который на вас хотят затеять. Значит, закрывайте. Доходите до места «закрываю», закрываете замок, дочитываете. И сверху еще 5 раз. То есть получается в общем и целом 6 раз вы читаете этот заговор. И замок прячете. Прячете так, чтобы никто не нашел, не открыл и так далее. Вы сами должны знать, где вы спрятали, в каком месте, чтобы доступа не было ни детям, ни взрослым, никому, одним словом. Итак, вы закроете их волю, и вам еще порекомендую сделать ключи Понтия Пилата. По-моему, я так назвала. Или замок Понтия Пилата. Найдете. Дела судебные, первая часть, вторая часть. От суда и судилища. Смягчить или отменить приговор. Для тех, кто сидит в СИЗО, вытащить из СИЗО, от тюрьмы, на свободу и так далее. Вот эти все работы, они помогают. От суда очень многим людям помогли выйти просто, на них, можно сказать, сфабриковали дело, и вот не было никакого шанса. Их могли посадить. Я это говорю, потому что это истина из истины, и мне есть чем гордиться на самом деле. Ведь свобода человека – это очень многое стоит, понимаете? Иногда человек может быть и
что ты и сделал, но оно не равносильно наказанию, и, по сути, забыла вот включить, и, по сути, могут просто загубить жизнь человека, потому что, находясь среди уголовников, рано или поздно человек сам может испортиться, испортить свою жизнь и выйдет оттуда уже заядлым преступником, а тюрьма никого не перевоспитывала. Я не говорю сейчас о тех людях, которые совершили такие преступления, которые прощать никак нельзя. Мы говорим сейчас о проступках, о глупостях. Знаете, бывает всякое. Пристали какие-то подонки на улице, началась драка, вот. Защищая себя, человек кого-то ударил. Ну и в итоге, конечно, к сожалению, наша правоохранительная система еще несовершенна. И будет ли совершенна когда-либо. Да и вообще она нигде не совершенна, если уж по-честному. Да, везде хорошо, где нас нет. Везде эта проблема есть. Поэтому, конечно же, лучше себя обезопасить различными работами, чтобы не допустить до себя недобросовестных людей. И в погонах, и без погон, и прочее. Итак, начнем. Значит, берете, начитываете на замок, доходите до места «закрываю». Значит, ну вот, значит, закрываете. Я скажу, в каком месте, я сейчас уже забыла. И есть такой момент: от властей, от всяких властей перечислите. От следователей, от судьи, от прокурора, от проверяющих. Может, вы знаете их имена, можете назвать. Можно перечислить. Или просто от всяких властей, если у вас там нету точных сведений, кто именно конкретно, скажем, пытается вам навредить через властей, да, использует властей как личную, то есть возможность личной мести, собственно. Вот. И потом сверху читайте еще 5 раз, получается 6 раз заговор прочитали, и прячете. Все. Можете делать совокупности, многие из моих работ тогда вообще себя обезопасите. Этот заговор, вообще эти работы делает человек только сам, лично. Единственное, что нет возможности, тогда читается во время судебного процесса или на фотографию есть там, значит, смягчить приговор или освободить. Ну, там, где я говорю, что можно читать, там можете читать за близкого человека. А вот в остальных случаях только сам человек. Не делайте такие вещи ни за кого, потому что вы можете сами себе навредить, накликать беду, потому что у вас нет проблем с законом, а вы начитаете, понимаете? Тогда вот проблемы-то и начнутся, потому что вы призвали это все. Итак, начнем. Сим замком закрываюсь, сим замком замыкаюсь от всяких властей. Перечислите. Или просто от всяких властей. И закрыли замок. Замок сей надежно замкнет, на охранные замки закроет, на все засовы, чтобы не было всяким властям до меня доступа, ни полудоступа, не было до меня дела. Ни дома, ни вне дома, ни в пути, ни на работе, ни в ином месте, ни ночью, ни днем. Закрыла себя от властей всяких этим замком и этим ключом. Замок сей закрыт, и от властей закрыта и защищена, навеки спасена, да будет крепко мое слово, заклинаю. Сим замком, это уже сверху, все уже закрыт, над закрытым замком читайте. Вы видели нечто такое огромное, прям на экран вышло? На какой минуте, даже не знаю. На 13 с чем-то. Не, ну у меня летают шонги, я знаю, но это вообще было. Я отвлеклась, просто читала, он прям на экран на меня шел. Огромный такой орб. Сим замком закрываюсь, сим замком замыкаюсь от всяких властей. Замок сей надежно замкнет, на охранные замки закроет, на все засовы, чтобы не было всяким властям до меня доступа. Ни полудоступа, не было до меня дела.
ни дома, ни вне дома, ни в пути, ни на работе, ни в ином месте, ни ночью, ни днем. Закрыла себя от властей всяких этим замком и этим ключом. Замок сей закрыт, и я от властей закрыта и защищена, навеки спасена. Да будет крепко мое слово, заклинаю. И еще раз. Сим замком закрываюсь, сим замком замыкаюсь от всяких властей. Замок сей надежно замкнет, на охранные замки закроет, на все засовы, чтобы не было всяким властям до меня доступа, ни полудоступа, не было до меня дела. Ни дома, ни вне дома, ни в пути, ни на работе, ни в ином месте, ни ночью, ни днем. Закрыла себя от властей всяких этим замком и этим ключом. Замок сей закрыт, и я от властей закрыта и защищена, навеки спасена. Да будет крепко мое слово, заклинаю. И, естественно, замок прячьте. Когда дело минует, все закончится, от вас отойдут, в принципе, он перестанет выполнять свою охранную функцию, потому что уже нет в ней нужды. Ну, тогда, собственно, можете спокойно жить, но можете обновлять, если в вашей жизни часто бывают такие нападки время от времени. Имея такую защиту, такой арсенал, такие знания, вы можете спокойно жить, зная, что до вас лишние люди не доберутся. Всем удачи и всех благ.